Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. И в этом видео я хочу показать вам, как сделать шов на боснийской вязке, то есть вязке из одних соединительных петель, просто крючком. Незаметный, красивый и изящный шов. Такой шов можно использовать вот для таких шапочек, которые я вязала в прошлом году. Все полезные ссылки будут под видео. Эта шапочка тоже связана боснийской вязкой. Единственное, что шов здесь проложен иголкой. Да? Вам еще одну шапку, точно такая же боснийская вязка. И здесь опять-таки шов проложен иголкой. Но прокладывать шов иголкой, это не то, что довольно сложно. Просто такая задача, почему-то многие с ней не справляются. Многие мне пишут, ну а как сделать проще? Есть ли способ сделать проще этот шов? Соединить вот так вот две детали, начало и конец шапки, для того, чтобы было опять-таки красиво, изящно, незаметно. И, допустим, не иголкой, а крючком. Способ есть, но здесь одно но. Такой шов вот иголкой, он получается у меня совершенный, что с лица, что с изнанки. Я честно скажу, я не знаю, где он здесь. Я просто вам покажу, да. Если вдруг вы пропустили эти видео, то вот лицо, одна сторона, вот, допустим, вторая сторона. Не обращайте внимания, здесь просто складочка, потому что шапочка прошлогодняя. И вот, видите, нигде вы этот шов не найдете. Я же вам в этом видео предложу шов, который тоже будет незаметен, но только с одной стороны. С лицевой, с изнанки он будет виден. Поэтому такой шов вот для шапочек с отворотом не пригодится. Его будет видно, потому что в отвороте, видите, одна сторона изнаночная, одна сторона лицевая, и тогда на какой-то стороне он выпадет на лицо. А вот для такой шапочки, видео мастер-класса, который я записываю сейчас, да, она сделана без отворота, это бини, то есть мы вот так вот ее не носим, мы носим ее вот так. Здесь, кстати, она тоже сшита иголкой, потому что я все-таки предпочитаю шов иголкой, который совершенен с обеих сторон. Но вот для тех, у кого он не получается, чтобы сделать шапку без отворота, можно применить вот этот шов крючком, который будет идеален, совершенен с лицевой стороны, но будет заметен с изнаночной. Надеюсь, я понятно объяснила цель этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте вязать. Итак, у меня заготовлен вот такой образец. Представьте, что это моя шапка, что она уже закончена, что мне нужно ее вот так сложить, вот так сшить, да, и затем, допустим, сшить макушку. Либо это может быть митинка, может быть манжет для свитера, да. Вот сейчас мы будем сшивать эту деталь в кольцо с помощью крючка. И получим довольно незаметный, изящный шов, но только с одной стороны. Итак, беру крючок, вставляю его в рабочую петлю. Смотрите, хвостик располагается справа в нижнем углу, рабочая петля справа в верхнем углу. Это важный момент. То есть они не противолежат друг другу. Они располагаются на одной стороне. Возвращаю крючок в рабочую петлю, и здесь для удобства я рекомендую взять крючок на несколько номеров меньше, чем вы вязали вот это полотно. Делаю воздушную петлю, которую мы делали в начале каждого ряда. Это воздушная петля подъема, и складываю деталь вот так. Дальше смотрите. Здесь у меня кромочные косички, а здесь наборный ряд. И у наборного ряда у каждого есть вот эти вот перемычки. Вот, смотрите, они у меня торчат, да? И сейчас я буду сшивать эту деталь именно за эти перемычки. Вот, вкалываю крючок в перемычку. Здесь, на противоположной стороне, воздушную петлю отступаю и вкалываю дальше в кромочную за дальнюю полупетлю. И так как я взяла крючок на несколько номеров меньше, я не мельчу и провязываю очень свободно. Этих перемычек у меня здесь также 25. То есть если вы их пересчитаете, их 25. И вот здесь вот кромочных косичек 25, потому что у меня в наборе было 25 петель. И я этот размер сохраняла на протяжении всего полотна. Да? Снова вкалываю, вот она перемычка, здесь ее не перепутать. А здесь совсем легко за дальнюю полупетлю. И свободно прям вяжу, провязываю эту петлю. Делаю соединительную обыкновенную петлю. Снова
снова в перемычку и в дальнюю полупетлю. По лицевой стороне остается такой заметный шов, но сейчас это сторона лицевая, на самом деле это будет изнаночная сторона. А по той стороне, которая сейчас внутри этого изделия, она-то и будет лицом, все будет аккуратно, красиво и незаметно. И вяжу так до конца ряда. Обратите внимание еще раз, какая перемычка здесь подхватывается. Здесь очень много разных ниточек. Мы подхватываем вот эту перемычку. Вот так. Сейчас вот она. Видите? Вот эту мы подхватываем. Здесь на той половинке все очевидно, да, просто заднюю полупетлю от косички. А вот здесь, видите, здесь есть и вот ниточка есть, да, вот эту не подхватываем. Вот так вот отодвигаем. И вот она, эта перемычка. Тогда будет красивая, прям вот идеально имитирующая эту косичку, косичка на лицевой стороне именно. Вот эта сторона, которую мы сейчас держим изделие к себе, это, естественно, изнанка. Здесь видите, какой образуется шов, да? Он заметный. А вот там, которая внутри, я покажу вам ее в конце, там образуется лицевая сторона. И вот там, чтобы там все было красиво, вот эту подхватываем перемычку. Не надо подхватывать вот так. Так не делайте, нет. Вот так. Тонкостей очень много. Дохожу до самого конца. Последние петли, последние перемычки подхватываю. Давайте вот так вот как-нибудь вставлю крючок, да, и последняя кромочная на противоположной стороне. Делаю соединительную петлю и вытаскиваю нитку. Все. Вот смотрите, это будет изнанка. Вот так по изнанке смотрится шов. Он, конечно, виден. И сейчас я его выверну. И вот оно лицо. Ну, можете вы тут найти этот шов? Я не вижу. По лицу шов слился с вязанием. На ощупь его, конечно, видно. И он чувствуется, потому что здесь вот такая вот изнанка, она утолщается. Но вот он, я вам скажу, вот он идет. Поэтому, если у вас вот эти вот мои шапки не получаются с моим вот этим вот идеальным швом, иголкой, который прячет этот шов идеально, пользуйтесь вот этим швом, который я делаю крючком. Единственное, что напоминаю, для шапок с отворотом этот метод не подойдет. Для шапок с отворотом переходите по ссылкам в описании, и там я подробно рассказываю, как вязать, как сшивать иголкой с помощью контрастных ниток этот шов. Надеюсь, что это видео для вас тоже было полезно, что вы его куда-нибудь примените для вязания, допустим, каких-то манжетов, варежек, ну или чего-то еще, носочков, шапочек, да. Заранее спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видеоуроков. Спасибо за внимание. Пока-пока.